Добрый день, дамы и господа, с вами капитан корабля Оксана Симонова. От имени всего экипажа Smooth Style Radio приветствую вас на борту нашего самолета. Наш рейс выполняется по маршруту Любовь-Москва. Время в пути составит 45 минут. Желаю вам приятного полета. Пристегните ремни, мы взлетаем. Сегодняшний полет будет проходить над территорией биографии и судьбы советского автора легендарных хитов «Бухгалтер», «Ксюша», «American Boy», советского и российского композитора, создателя группы «Комбинация». Все это поместилось в одну жизнь одного человека, Виталия Алексеевича Окорокова. С добрым понедельником! Рада вас видеть в нашей студии, Виталий. Здравствуйте, Оксана, мне тоже очень приятно. У вас очень красивый тембр, отметил, меццо-сопрано, так что в хоре Мариинского театра я Гергию замолвлю за вас словечко. Спасибо большое. Вам удобно в кресле второго пилота сегодня? Более чем. Более чем. А в микрофон доводилось ранее говорить? Ну, конечно, всю жизнь. Конечно же, всю жизнь, конечно. Но тогда мы можем начинать руление потихонечку. Но прежде чем мы начнем наш рейс, я объявлю правила поведения на борту в кабине пилотов. Не разрешается распивать спиртные напитки, курить, вставать со своих мест и передвигаться по салону во время руления, взлета и посадки. Запрещается трогать замки и ручки основных приборов. Информация для слушателей и зрителей, и также пассажиров нашего рейса. Приветствуется подписка на соцсети Smooth Style Radio. Также, конечно же, приветствуется подписка на Instagram Виталия Окорокова. Ну и, конечно же, приветствуется подписка на меня, на Оксану Симонову, Acting for Living. И следите за нашими выпусками. Впереди нас ждет интересное путешествие длиною в жизнь. Я отсюда так просто не уйду, дорогие друзья. Ну что, Виталий, хотелось бы, конечно же, начать с самого главного, с вашего творческого пути. Когда, в какой момент загорелась ваша звезда? Какие факторы повлияли на выбор профессии? Как в музыку пришли? Ой, ну это произошло очень поздно. Обычно детей когда дают в музыкальную школу? Ну, в 5 лет, в 6, да? Я только в 10 лет увидел пианино первый раз. Это было в колхозе Тамбовской области, в деревне. У меня дядя был директором клуба. И увидев его, я загорелся желанием нажимать на клавиши. И осенью, когда уже приехал в родной город, я из Саратова, как, в принципе, и вся будущая комбинация, я уже маме сказал, говорю, хочу учиться музыке. Хотя у меня отец инженер, мама врач, они говорят, да ты что, какая музыка? И, я настоял все-таки и пошел в музыкальную школу. С опозданием я за год делал по 2 года образования. Ну и дальше уже училище, консерватория, как пианист. Вот. Если вы имеете в виду как композитор, как композитор, это поздно, довольно тоже произошло лет, 18-20, и это были квартеты, классические вещи. Прежде чем мой друг меня повел на концерт группы «Мираж». Тогда была номер 1 «Ласковый май» и «Мираж». И когда я увидел, что творится, там все с ума сходили, да, мой друг, будущий продюсер этой группы Александр Шишинин, сказал, ты можешь такие песни написать? Музыка нас связала. Я не знаю, попробую. И сел, и где-то за неделю, первые песни появились, это были «Белый вечер» и «Russian Girls», это самая первая такая. Потом «Girls» нашлись? «Girls» потом, да. Вначале, искали буквально на улице, просто спрашивали, подходили. Но я этим не занимался, этим занимался продюсер, но не могли найти вторую солистку. У нас была идея Валерию, она тогда была Алла Перфилова, но она хотела петь одна, а мы хотели как Абба, как Бакара, чтобы 2 певицы были. И нашли Таню Иванову быстро, а вот со второй никак. И тогда я вспомнил про свою первую любовь, потому что мы росли с Аленой Апиной, с семьи, здесь, с музыкальной школы. И я говорю, пойдем попоем. Она училась на народном отделении консерватории, и она говорит, а вам сколько платить будут? 10 рублей. В 88 году 10 рублей с концерта.
когда получали все по 100 там, да, и она сразу говорит, пошли. Я говорю, ну, Алена, ну только если что-то не понравится, мы можем расстаться. Она, нет проблем. И вот, видите, вот уже больше 30 лет уже нет. 88-й год, дата, да? Да, это создание. Да, создание. Первый концерт был, по-моему, даже 7 сентября. Отмечают девчонки до сих пор. Все. Первый концерт был в Волгограде. Такой. И как дальнейшая судьба группы обстояла? Почему Алена решила уйти? Уйти. Да, Ну, это в через 2 года, это был разгар карьеры. У нас уже был American Boy, бухгалтер, да. И когда Алена ушла, уже после этого осталось, в принципе, до группе еще 2 года. Но я имею в виду со мной, потому что потом я тоже ушел. Это были 2 кусочка колбаски. Это уже без Алены. Ну, почему? Они ее немножко, можно сказать, увели. Просто ее будущий муж и продюсер Иратов увидел, он понял, что лучше зарабатывать деньги, разделив коллектив. Вот. Конечно, вначале было сложно, но и тут я ей помог. Первая песня Алены Апиной. Первая песня Алены Апиной была названа в вашу честь. Они знали, что в Петербурге в 88 году уже родилась Ксюша. Да. Поэтому надо было написать только юбочка из плюша и все. И самое интересное, что меня в детстве звали Оксаной всегда, я любила эту версию имени. И когда меня называли Ксюшей, терпеть не могла. Но когда я услышала эту песню, я с гордостью носила это имя. Ну да, она где-то через 3-4 года, 91-92 как раз уже родилась. Да. И я, кстати, скрывал, что я ее написал. Я учился в консерватории у Тихона Хренникова, ну это мэтр, это наш, и вот. И я стеснялся, ему донесли, сказали, вы знаете, ваш студент Окороков вместо квартетов, симфонии написал вот эту, который из всех щелей. Попсу, и он, да, и он попсу, и он меня немножко пристыдил. Но время было 90-е, голодное, я говорю, Тихон Николаевич, на симфонии не проживешь. Да, кушать-то хочется. Да, и колбаски мы не зря писали, поэтому, у нас был меркантильный интерес. Но я думаю, что этот интерес оправдал себя не только со стороны денежной. Кстати, сколько удалось заработать на этой композиции, если не секрет? А какой композиции? Но именно на Ксюше, например. То есть свой кусок пирога вы получили? Ну, вы знаете, у нас же композиторов нет зарплаты, как у людей. Вот в месяц фиксированно. Мы получаем отчисления. Они в 90-х были вообще копеечные. Многие даже не верили, что я автор таких популярных песен. Вот я потом, у меня жизнь занесла в Швейцарию, я там работал, писал музыку. Так вот, швейцарский продюсер, когда приехал в Москву и увидел, что я снимаю с клопами однокомнатную квартиру, где же там, на метро Пражская, он не поверил. Слушай, говорит, я сейчас по всей России звучит American Boy, где твои там замки, где твои это, ты что, шифруешься? Он не поверил. Я говорю, ну вот от налогов убегают. Нет, тогда же не было корпоративов, это был СССР, не было никаких корпоративов, были только концерты кассовые, вот, мы все делили по-братски, поэтому нормальные деньги стали только в 2000-х годах, когда вот система финансовая устоялась, и отчисления уже все стали честно работать. Даже, я думаю, ваши радиостанции все знают, что такое авторское право, они отчисляют от рекламы, там небольшие деньги, и из этого складываются наши гонорары. То есть вот так вот. Скажите, пожалуйста, Виталий, а кто изначально был, так скажем, опорой в вашем творчестве, именно вдохновителем? За кем, на кого вы равнялись? То есть я уже услышала, что «Мираж» — это одна история, а именно другая, которая не коммерческая сторона жизни, да? Вы знаете, я думаю, широкому кругу мало скажет. Дело в том, что я дома не слушаю свою эту попсу, вот и тем более коллег. Я к этому отношусь иронично. Это моя работа, это как надо решать кроссворд, высчитывать шлягеры. Поэтому я слушаю Шостаковича Дмитрия Дмитриевича, Густава Малера, Шнитке, не знаю там. Вот, то есть я слушаю классику, академическую музыку и в ней черпаю вдохновение. И, кстати, потом многие музыковеды серьезные, они отмечали, что даже в тех же колбасках, да, в 2 ключа колбаски, там есть ходы какой-то еврейской народной музыки, цитаты из фильмов Феллини. Я из Чайковского цитировал какие-то куски, специально, чтобы показать, что я академический композитор, и я мог писать партитуры. Да, знаете, что такое для оркестра? Расписать 25 строчек, это
флейты, гобои, скрипки и все, чтобы это играло. Укупник даже вот мне завидовал, потому что он институт культуры кончил, там этому не учили. То есть композитор, я себя по праву считаю профессионалом во всех областях. То есть я могу написать не только песни, но оперы, симфонии и так далее. Вот. Ну, на этой прекрасной ноте мы улетаем в музыкальную паузу, да, и послушаем мы мою любимую, самую любимую песню детства «Ксюша». Ну давайте. И мы продолжаем лететь на волнах Smooth Style Radio. Остановились мы на приятных воспоминаниях, связанных с песней «Ксюша». И хочу продолжить на той же ноте. Виталий, поделитесь ярким моментом из детства. Вот какой для вас был этот момент? Для меня песня «Ксюша». А с чем у вас ассоциируется ваше детство непосредственно? Ой, ну надо иметь в виду, что детство было это провинции, да, все-таки если вы из Петербурга, это все старая столица, правильно, и культурная, а мы из города Саратова, у нас что, Волга, рыбалка, у меня папа был очень заядлый рыбак, и меня заставлял с 3 лет ходить с ним на рыбалку, из-за чего я возненавидел эти удочки, и до сих пор это очень потому что просто брал и все, не спросясь, я... Там, помню, хныкал, плакал и все, но не помогало. Вот. Он и на зимнюю рыбалку брал, представляете? Вот. И, как я сказал, музыка уже была поздно потом, да, так что детство, если вы имеете в виду детство, ну, как у всех. Ну, может быть, есть какие-то ароматы, которые вы сейчас вспоминаете, или что-то такое, что у вас... Ароматы ванили. Ароматы деревенской тамбовской жизни, я думаю, не способны что-то. Нет, нормально. Ну, было детство как становление. Я учился, мне хотелось чего-то необычного. Я, кстати, занимался спортом, я играл в хоккей, даже немножко так, юношеский, вот теннис настольный. И вот то, что я в 10 лет увидел пианино первый раз, это уже сыграло хорошую роль. Я так удивился, что, оказывается, есть на свете звуки, и можно их самому придумывать. Вот, кстати, о звуках. Вот как растут ноты? Как они появляются? Ну, как просто в голове что-то придумываешь. На самом деле, вот все думают, что это может быть вдохновение, что надо какую-то там... Это работа, знаете, любой композитор вам скажет, Чайковский садился каждый день там в 7 утра и писал музыку. Неважно, она потом пошла в корзину или это было «Лебединое озеро». Он писал каждый день. Вы знаете, поэт известный Танич, Михаил Танич, который «Лесоповал» создал и все хиты. Кстати, Апиной тоже «Узелок завяжется», да, Михаил Танич. Он мне звонил часто в 7 утра и говорит, послушай, как тебе тексты? У меня с ним много песен. Он вставал в 5 утра и до 7, 2 часа сочинял тексты. До конца жизни. Он прожил почти 90 лет. Так что никакого вдохновения, это труд, это как работа, как ходит к станку токарь. Там вы идете на ваше радио думать, что сегодня будет делать. Поэтому это такая же работа. Но она немножко осложнена тем, что надо что-то сделать необычное, что не слышали до этого. А возможно ли писать музыку, не владея нотной грамотой? Ну, наверное, нет, напеть и все, да, нет, я думаю, профессионально нет. Ну, хотя есть случаи, многие, Битлз вначале, они же не знали тоже нот, они учили, они знали аккорды, там, до мажор, ре мажор, а есть 5-й член Битлз, Джош Мартин, который консерваторный, он им все это расписывал, вот. Yesterday, вы знаете песню, которую Маккартни просто Yesterday, да, на гитаре, а он взял струнный квартет, написал скрипки фа, виолончели ля, и дальше идут все, это надо образование. То есть это большая, да, структура. Ну, это надо учиться, да, поэтому нормально, 10 лет минимум. Музыкальная школа 7, училище 4, и потом консерватория 5. Поэтому... А вы сейчас преподаете, может быть, Нет, я никогда преподавать не любил. Сейчас я с удовольствием пожинаю плоды хорошей работы Российского авторского общества. Да. Ну, тогда, да, близкий такой вопрос. За что любите
шоу-бизнес и за что не Вы любите? что, нет, я к нему с юмором отношусь. Ну и опять это, мы, поймите, композиторы, мы же не на виду. Да. Мои коллеги, которые поют, Игорь Николаев, да, там, Аркаша, вот мы с Укупником очень много, мы по жизни с ним. Вот. Ну, он работал, он звезда, его знает. Все знают мои песни в основном, да, ну, что их написал какой-то Окороков, я же отдаю отчет, поэтому мне очень нравится моя спокойная, да? скромная В тени, жизнь, да, скромно. я везде это. У меня был период после комбинации, я работал 5 лет вообще в другую сторону, я ушел. Екатерина Шаврина, это народная певица, как Кадышева, то есть такие мы дела. Я сделал 5 альбомов, мы с ней объездили весь мир практически, потому что она были и в Японии, и в Австралии. Вот. Благодаря этому я как бы и посмотрел мир. Так она была против, она рассказывала, она была в худсовете, и когда звучали 2 кусочка колбаски, она говорит, кто написал? Она меня еще не знала, говорит, какой кошмар, ну кто же такую пошлость пишет? А я говорю, вы знаете, это ученик Хренникова, он член Союза композиторов. Он еще и профессионал, ну это вообще. И она потом смеялась, когда нас с ней познакомили, я ей показал уже песни для нее. Вот, но она растаяла, говорит, ну ладно, говорит, что же, молодежь там и все. Другое поколение, представляете, она до сих пор работает, она старше меня, и поэтому вот вызывает уважение старой гвардии, правда? Вот, Да, да. Вот шоу-бизнес, поэтому шоу-бизнес, он уже разные поколения, понимаете. Овсиенко, там, блестящий, это один пласт, но сейчас уже идут. Я могу сказать, мне сейчас нравится, я слежу, кстати, кто. Мне нравится очень Нелетто, Клава Кока, молодец, очень хорошая А девочка. почему? Вот, почему? А потому что они узнаваемы, они сразу их слышно. Вот. И очень мне нравится Айова, она с Волгограда, вот даже я выучил, по-моему, она Екатерина Иванчикова, да, по-моему, что-то такое. Очень талантливая девочка, необычный голос, драйв, песни какие, одна маршрутка, да, что стоит. То есть, сказал бы, это разные эпохи вообще. Я в советской музыке, талант он себя виден. И своеобразие вот их музыки, Нелетто парень потрясающий. Вот он кривлялся, и это все, но вдруг я слышу песню «Голос» он поет, где он там вообще как Магомаев, там на весь. И я думаю, вау, парень отлично. А он еще танцор. Он еще поет отлично. Но это я вообще не беру, я просто слушаю, как он. Для молодежи это он этим и зацепил. Он еще и двигается. Ну, танцевать надо. Поэтому. Танцевать надо. Какие факторы способны донести любого человека, не обязательно из музыкального мира, да, до вершины Олимпа, к успехам? Какие факторы ведут к успеху? И просто и сложно, если бы кто знал это. На самом деле должно быть две вещи. Трудолюбие, то есть, что я говорил, не надо сидеть и ждать. И удача, то есть надо ждать своего шанса. Вот иногда случай решает все. Вот, ну, просто пример даже не из музыки. Олег Янковский, знаете, наш саратовский знаменитый актер. Вот он служил, уже было ему около 30 в Саратовском театре, никто его не знал. И вдруг он в Москве случайно идет по коридору Мосфильма. Он шел к брату, у него брат там что-то работал. А в это время «Щит и меч» идут съемки, и режиссер искал, и вдруг, ты кто? Я актер. Из Саратова быстро на пробу, идем, смотри. Все. Вот если бы он прошел позже, или он не приехал, ну как бы сложилась жизнь? Вот. Так же, как и тоже в случае с комбинацией. Мы тоже, если бы меня не нашел вот мой компаньон, то я бы так и сидел в классике, я как бы академичный человек. Вот. Поэтому случай и трудолюбие, вот два залога успеха. Случай, везение, то есть должен быть шанс, который надо использовать. Который нельзя упускать. Нельзя упускать, да. Это касается совета всем девушкам, кто хочет хорошо замуж выйти. Это тоже надо трудиться над собой и знать, что в определенный момент это будет смелость, да, какая-то тоже? Нужно смелость, смелым быть. и смелое счастье. Да, да. Ну, на этой прекрасной ноте мы двигаемся дальше. И специально для вас будет играть композиция «Ксана, посмотри в мои глаза». В твоих объятиях тону, но я помощи не прошу. Не бойся, я не обману и никуда
больше не сбегу. Достаточно лишь касания руки и учащенного пульса. Мы делаем оба навстречу шаги, но не сбиться бы с курса. Ну же посмотри в мои глаза, что-то внутри меня необъяснимое. Мне много нужно рассказать, и плевать, что мы с тобой несовместимые. Ну же посмотри в мои глаза, что-то внутри меня необъяснимое. Мне много нужно рассказать, и плевать, что мы с тобой несовместимые. Дорогие друзья, а с вами вместе Smooth Style Radio и Любовь Москва. Ну что, Виталий, мы продолжаем наш разговор. И поступил вопросик из Инстаграм от одного вашего поклонника. Хочу его сейчас зачитать. Давайте, интересно, я не смотрел. У него любимая песня «Модница» группы «Комбинация». Очень любит эту песню. Господи, и пишет: спросите у Виталия Алексеевича, какие песни девушки перепели на английском языке, чтобы покорять Америку. Вроде их было 6. Ой, нет, можно было, проиллюстрировать. Нет, была всего одна песня, и это был 93-й год. Но, знаете, трагически погиб наш продюсер Шишинин. У нас должна была быть поездка в Америку. Это была песня «Нет, не верю я в слова». И она была английский вариант «I don't believe in love». То есть тогда так это звучало. Это американцы занимались, они хотели, им очень нравилось то, что девчонки русские, приезжали люди, они произношение, написали текст, американец какой-то нам делал. И в студии мы хорошо записали эту песню. Она есть и в интернете, и клип есть, даже сняли клип, можете посмотреть. I don't believe in love, комбинация. Отвечаю Михаила, да? Да. Или «Нет, не верю я в слова», или «В тебя». «Нет, не верю в тебя», да. Это очень хорошая медленная песня. И почему они не вышли? Почему? Он говорит, не вышли, почему они? На английском языке, потому что альбом-то русский. Это для Америки делалось, мы ее не ставим. Она есть потом во всех сборниках, там, пожалуйста. Еще один вопрос. Как получилось, что на альбоме «Самое-самое» только одна песня, подковочка, вашего авторства? Моя песня. Кстати, на стихи Танича, Михаила Танича, который лесоповал. Получилось очень просто. Альбом «Самое-самое» это уже сменилось руководство. Перед записью этого альбома погиб Шишинин и стал руководить группой. Так получилось. Девчонки Иванова там выбрала папу Децела. Кто у него папа? Александр Талмацкий. Такой есть продюсер. И что? И мы с ним не сошлись в художественных вкусах, то есть он какие-то начал диктовать свои условия, там идеи бредовые, и я просто ушел. Я сказал, все, я не пишу. И поэтому для альбома «Самое-самое» все писал Игорь Саруханов. Очень хороший композитор. Там были, кстати, неплохие песни. «Какие люди в Голливуде», потом «Встреча на Манежной», «Да где же ты, где же». И одна песня, просто я ее записали, она уже никуда не вошла, они взяли мою. Это была последняя песня моя для комбинации. Все. И в каком, получается, это году было? 93-й, 4-й, я не помню. С тех пор для них больше не все, писали, и группа распалась. Или не распалась, Нет, они не распались, но одна Иванова работает. Я считаю, это неправильно, потому что комбинация — это две солистки. Они теперь работают. Таня Иванова и группа «Комбинация». Где-то работают там по каким-то корпоративу, что-то такое. Я думаю, такое, это для всего поколения. Нет такой уже, конечно, популярности, но они востребованы до сих пор. Сегодня вечером программа у Галкина, позавчера, Первый канал, Иванова сидела, вспоминали с Галкиным, комбинацию опять же обсуждали. Кстати, Виталий,
Расскажите, как ваша песня «Бухгалтер» попала в фильм «Никто»? Ну, да. «Nobody», вот этот 2021 года. Если просто попало в фильм, это одно, но это фильм, вы забыли уточнить из скромности, это голливудский фильм. Да, Он сделан в Америке. Universal. Да, он сделан в Америке, компанией Universal. Ну, здесь случай, просто фильм снимается о русской там мафии, хотя там американские актеры все, вот, и режиссер этого фильма решил, что в какой-то в главной сцене нужна песня про общак, русский общак, держатель. А что такое общак? Это деньги, это учет. Естественно, они стали рыться, только одна песня, которая есть про это «Бухгалтер». Я, кстати, всегда говорю бухгалтерам всей России: вы должны мне все по 1 рублю каждый год пересылать, потому что я прославил вашу профессию от Камчатки до Калининграда. Да, это И точно, вот. Она стала очень популярной благодаря вам. Ну, Да. не то, нет, здесь надо сказать, слова написала Алена Апина, конечно, это ее была идея. Пришла в городе Омске, дала мне текст, я говорю, что за глупость какая-то, какой-то бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот. И, короче, да, возвращаясь к фильму, этот боевик, он очень хорошо, он в марте был мировой прокат, он хорошую кассу собрал и попал, потому что режиссер решил, что надо включить. Но это был действительно такой прецедент, не каждый раз российского композитора включают в голливудские блокбастеры. Да. Есть такое. А вот когда раздался этот звонок, вы вообще как отреагировал? Да ничего, вначале подумал, что я английский, слава богу, знаю, и звонил Из человеку. Америки, да, звонили? Да, звонил, причем, да, очень поздно ночью, что там, а там было утро, наверное. Вот. Виталий, I'm sorry, it's Universal Company, там все такое. Ну, как всегда, там им надо было разрешение, права. Это было 2 года назад. Вот, представляете, фильм вышел только по 2 месяца. Вот год шли переговоры, потом съемки, там договор заключали. Юристы что-то согласовывали. Американцы долго проверяли, действительно ли мне принадлежат права. Потому что бывали такие случаи, мне рассказали, что кто-то заявлял это, а потом оказывалось, что еще какой-то человек владеет правами. И там уже такие суды и сумасшедшие суммы, и они перестраховываются, они пишут очень много каких-то вспомогательных пунктов. Договор был на 64 страницах. Могу сказать для сравнения, обычный договор наш в России, когда берут песню, вот полицейский с Рублевки, знаете, идет там этот еще, в ТНТ вот этот сериал, там American Boy, 2 страницы. Права не исключительные, такой-то автор, сумма, все. Там идет, если это то-то, а если это как бы, подход другой совсем. Сейчас, если бы мы поставили композицию «Бухгалтер», ее можно было бы нам поставить? Конечно, нет, сразу? ставить. Ну, допустим, просто, да, чтобы избежать каких-то... Нет, всегда можно ставить. Главное потом не забыть указать, если это было как бы в рамках рекламного. У вас же там, если есть какая-то реклама, то отчисление от рекламы и все там. 2-3%. Еще ваши песни участвовали в российских картинах, правильно? Да, «Мордашка» был Харатьян такой фильм в 90-е там. Там, по-моему, девочки, да, участвовали? Да, они тоже, снимались, да, они есть этот фильм, да, могут освежить память. Там Марина Зудина играла, кстати. И, Дмитрий Харатьян, «Мордашка». Вот, что еще? У меня еще был мюзикл НТВ, это новогодний «Женитьба Фигаро», там Киркоров графа играет, это такая 2003 год, 17 лет назад, такая тоже крупная работа. Ну что, может, музыку какую-нибудь освежим? Да, конечно, обязательно. А то все говорим, все говорят, давайте что-нибудь из оперы. Да, мы как раз собирались Давайте. улететь через 20 секунд и катапультироваться в причинные места, поэтому продолжаем дальше. И мне запала в душу ваша песня, вашего авторства и исполнения «2 часа на любовь». Да, это саундтрек, вот такое слово, там 2 часа, потом 2 года на любовь и вся жизнь на любовь. Да. Просто начинается знакомство с 2 часов. Давайте, послушаем. Ты ждешь его каждый день с утра, а он не приходит. Хотя обещал зайти вчера, но что-то подводит. У него всегда дела. Каждый час звонит она, проверяет
Дорогие друзья, а мы сейчас с вами попали в зону турбулентности. Началась безумная тряска, поэтому просим каждого из вас пристегнуть ремни безопасности, привести спинки кресел в вертикальное положение. В зоне турбулентности нужно отвечать на вопросы быстро и честно. Виталий, вы готовы? Да, да. А вы все еще встречаетесь с Аленой Апиной? Ну, я могу сказать так же, как и моя жена. Да, мы встречаемся с Аленой Апиной. Мы дружим очень, потому что мы с ней по жизни почти всю жизнь. Вот, регулярно ездим к ней на день рождения в Переделкино, и она дружит с моей женой Еленой. Какая работа вам нравилась больше всего до того, как вы начали зарабатывать музыкальной деятельностью? Работа нравилась, мне нравилось работать в овощном магазине. Была практика у нас в училище, и предложили выбирать там проводником поездов, что-то еще. И вдруг говорит, вот можно работать в овощном магазине. Мы там что-то подносили, правда, это и продавали. Ну, а фрукты какие-то удалось там поесть, да, экзотические? Бананов, наелся бананов. В то время это была экзотика. Здорово. В какие моменты вы бываете душкой, очаровашкой и улыбашкой? Улыбашкой. Когда меня оставляют в моей комнате студии, и я включаю Вагнера, «Кольцо Нибелунгов» оперу, то есть или Шостаковича, то есть мою любимую классику, и тогда я кайфую. Если бы вы застряли на необитаемом острове, кто бы был вашей пятницей? Алена Апина, Вика Цыганова или, конечно, я знаю ваш вариант ответа, вы можете сейчас сами сказать свой вариант ответа. Когда идут певицы, вы перечислили, просто я с певицами всю жизнь был связан, начиная от Алены Апиной и кончая, и с Цыгановой я работал, со всеми. Они замечательные товарищи, дружить с ними хорошо, но как женщина нельзя, и по работе нельзя ни с кем иметь отношения. Поэтому я выбираю свою жену, Лену. Хочется поаплодировать, и я завидую вашей жене. Да ничего. А где вы храните свои воспоминания? Не на жестком диске, как некоторые, наверное, и не на компьютере. Я человек старой формации, поэтому в голове и в фотоальбоме. Достойно. Что из ряда вон выходящее вы делали в подростковом возрасте? Ой, в подростковом возрасте. Я вспомнил один раз, я почему не курю. Дело в том, что в первом классе в 7 лет мне дали попробовать за школой, ужас, сигарету выкурить, представляете? Но мне это, кстати, очень советую, хороший способ отучить детей курить. Потому что у ребенка, не может быть приятно. И настолько мне это не понравилось, там 2-3 затяжки, что на всю жизнь, а мне уже скоро 60, я больше не курил. Так что по-моему, один из способов. Назовите самый бесполезный талант, которым вы обладаете. Он полезный, конечно, но в данный момент он не приносит денег. У меня 2 диплома, как композитор и как пианист. Я пианист, в принципе, сейчас бесполезен, не зарабатываю. Мы двигаемся дальше. Специально для вас играет комбинация «Мама, Goodbye». Russia with love. You will make me, baby, it's alright. Mama, mama, Russia, Russia with love. I will be your baby tonight. Да, мы уже подпеваем, дорогие друзья. Надеюсь, вы тоже подпевали нашему второму пилоту, хотя это мужчина номер 1. Я в этом уже не сомневаюсь. Вы меня балуете, прям смущаете. Спасибо. Виталий, да. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям, зрителям, людям, связанных с профессией, людям начинающим и мечтающим, и летающим в мире своих фантазий и вместе с нами. Вы сказали летающим. Я думаю, иногда надо приземляться. Мы все-таки земные люди. Полеты — это хорошо, но
Любой полет заканчивается, когда топливо, да, на исходе. А вот касаемо топлива, бывает же творческое выгорание? Последний вопрос мой буквально. Да, конечно. Поэтому спокойно наслаждаться жизнью, подышать воздухом травы, порадоваться просто хорошему дню. На природе больше бывать, переключаться, ничего страшного, но трудиться, каждый день трудиться. Дорогие друзья, надеюсь, что вы слышали этот эфир, не пропустили, и мы увидимся вновь в следующий понедельник. На этом наш полет заканчивается. Можете расстегнуть ремни, выдохнуть и пойти в эту неделю с хорошим настроением. С вами была ваш капитан Оксана Симонова и Виталий Окороков. Всего хорошего. Пока-пока.